Привет, ребята! В этом выпуске я хочу показать вам древнее подводное место, о котором я гарантирую, вы никогда не слышали. Это удивительное место называется пещера Шиян, которая, вероятно, является крупнейшим подводным карьером в мире. Здесь, помимо впечатляющих следов от работы машин, есть интересные факты, которые заставляют меня думать, что этот карьер был создан доисторической цивилизацией. Давайте нырнем и посмотрим. Считается, что пещере Шиян более 1000 лет. Она расположена в парке на горе Сицяо на юге Китая, недалеко от Южно-Китайского моря. Гора Сицяо – это необычная гора. Это потухший вулкан, возрастом 40-50 миллионов лет. Он расположен между двумя крупными реками в дельте Жемчужной реки. Каменные орудия, найденные на горе Сицяо, доказывают, что в этом регионе деятельность человека существовала от 6 до 8 тысяч лет назад. На горе Сицяо, которая занимает площадь в 14 квадратных километров, есть множество вершин и источников. Самая высокая точка находится на высоте 346 метров. Пещера Шиян расположена на одной из вершин, на высоте более 100 метров. Утверждается, что это древний карьер, который был закрыт из-за затопления. Если вы смотрите издалека, вход в пещеру закрывают деревья. Подойдя ближе, вы увидите широкое, но замысловатое отверстие в виде большой горизонтальной трещины. Когда вы входите вовнутрь, вы поражаетесь высеченному простору пещеры. Большой зал, вероятно, может вместить 1000 человек, несмотря на его небольшой вид снаружи. Пройдя дальше внутрь, вы обнаружите ручей с лодками. Вот 3 впечатляющие искусственные пещеры, затопленные водой, в горе, на высоте 100 метров над уровнем моря. И все это, кстати, находится внутри потухшего вулкана. В настоящее время парк предлагает лодочные туры в затопленную пещеру в этом древнем карьере, которая находится в глубине горы, примерно в 200 метрах от входа. Но откуда взялась вода и насколько она глубока? Кажется, никто не знает. Только в 2009 году группа пещерных дайверов впервые сообщила об этом подводном открытии. То, что обнаружили водолазы, шокировало их. Пещера огромна. Ее предполагаемая площадь составляет 60 тысяч квадратных метров или 15 акров. Поскольку внутренняя пещера затоплена водой, она избежала естественного выветривания и техногенных повреждений. Это капсула времени с чистой водой, которая хорошо сохранилась. Бесчисленные ступени спускаются в нижние залы пещеры. Следуя по ступеням, дайверы увидели сложенные вместе каменные плиты, которые, очевидно, являются остатками продуктов древней выработки. Эти плиты похожи на те, что использовались в строительстве тротуаров в Древнем Китае. Эта подводная пещера сделана несколькими секциями, которые связаны с соединительными переходами. Ныряльщики также нашли подставки для масляных ламп, чаши и бамбуковые лестницы. Археологи использовали лазерное и сонарное сканирование для создания 3D-модели пещеры Шиян. Дно пещеры покрыто толстым слоем ила. Археологи пришли к выводу, что тут еще очень много нераскрытых тайн и секретов. Вот некоторые из них. Тайна номер 1. Следы от инструментов. Глядя на отснятый материал и фотографии, я не могла не заметить знакомые большие и одинаковые следы от инструментов на почти прямых стенах пещеры. Эти отметины практически идентичны тем, которые можно найти в карьере Яншань, Баальбеке, в городе Петри и многих других древних памятниках. В предыдущем видео я объясняла, почему такие отметки нельзя создать ручными инструментами, такими как зубило или кирка. Особенно с таким уровнем точности и постоянства. Ссылки на мои видео в подсказке, в правом верхнем углу экрана. Вы можете видеть, что эти следы напоминают следы от современных машин. Поскольку подводная пещера была заново открыта не так давно и оставалась нетронутой, мы точно знаем, что эти следы машин появились не недавно. Должно быть, они были там тысячелетиями. Пещера, вероятно, была заново открыта древними китайцами 1000 лет назад и использовалась в качестве карьера. Древние китайские каменщики, вероятно, никогда бы не отважились на более глубокие разработки этой 15-акровой пещеры.
Потому что там было бы очень трудно работать с керосиновыми лампами и трудно транспортировать готовые плиты. Тонкие каменные плиты, а также ступени, которые выложены булыжником, демонстрируют грубые и некачественные методы каменной кладки, в отличие от сложных унифицированных следов от инструментов на стенах пещеры. Мы можем сказать, что эти две работы были выполнены совершенно разными работниками. Это подводит меня к теории, что эта пещера – еще одно мегалитическое сооружение, созданное доисторической развитой цивилизацией, пока дайверы не смогли достичь дна пещеры. Наибольшая глубина их погружения составляет всего 40 метров, хотя это соответствует высоте 13-этажного дома. Пещера Шиян находится на вершине холма, а вода в пещере находится на высоте более 100 метров над уровнем моря. Уровень грунтовых вод в двух близлежащих реках составляет менее 3 метров над уровнем моря. Это означает, что уровень грунтовых вод пещеры на 100 метров выше регионального уровня грунтовых вод. Это просто невероятно. Отсюда и тайна номер 2 – загадочная вода. Откуда она взялась? Почему уровень грунтовых вод в пещере намного выше, чем в близлежащих реках? Возможно ли, что эта пещера является частью водоносного горизонта? Водоносный горизонт расположен выше регионального уровня грунтовых вод, а под ним ненасыщенная зона. Но водоносные горизонты обычно очень малы и пополняются только за счет местных осадков. Однако в пещере Шиян, независимо от осадков, уровень грунтовых вод остается стабильным. Кроме того, он содержит слишком много воды, чтобы быть водоносным горизонтом. Так откуда взялась вода? Помните, что на горе Сицьяо много источников? Оказывается, некоторые из них – это артезианские источники. В большинстве случаев вода течет вниз под действием силы тяжести. Но артезианская вода течет к поверхности Земли, потому что подземное давление заставляет воду подниматься вверх. Артезианский водоносный горизонт – это вода, которая ограничена окружающими слоями непроницаемой породы или глины. Эти слои сохраняют положительное давление на воду, содержащуюся в артезианском горизонте. Если бы колодец был бы погружен в артезианский водоносный горизонт, то вода в колодце поднялась бы на высоту, соответствующую точке, где достигается гидростатическое равновесие, как источники, которые мы видим на горе Сицьяо. Это означает, что внутри потухшего вулкана есть как минимум один замкнутый артезианский водоносный горизонт. Если пещера Шиян соединена с этим водоносным горизонтом, то это может объяснить, почему вода в пещере на 100 метров выше регионального уровня грунтовых вод. Конечно, стоит взять воду для анализа, который может дать дополнительные ключи к разгадке истории пещеры. Местный археолог считает, что затопление пещеры было длительным процессом, возможно, на протяжении сотен лет. Потому что в пещере не было обнаружено ни человеческих останков, ни орудий труда. Тот, кто работал в пещере, подготовился к наводнению, отступив на более безопасную высоту до того, как в пещеру попала вода. Когда же вода затопила пещеру? И когда была раскопана первая пещера? Была ли пещера создана еще до образования артезианского водоносного горизонта? Я говорю нет. Иначе геологическое движение, сформировавшее водоносный горизонт, разрушило бы пещеру. Если водоносный горизонт присутствовал во время раскопок пещеры, означает ли это, что пещера была затоплена и работа велась под водой? Не обязательно. Возможно, в доисторические времена древние рабочие случайно сломали непроницаемый слой артезианского водоносного горизонта, который вызвал наводнение. Возможно, несколько сотен лет назад китайские рабочие так и сделали. А возможно, что пещера была выкопана, когда водоносный горизонт был заморожен. Последний ледниковый период начался около 110 тысяч лет назад и длился более 100 тысяч лет. Были периоды такие, как последний ледниковый максимум, когда гора Сицьяо потенциально была покрыта льдом, а водоносные горизонты были заморожены. Если бы пещера была раскопана в этот морозный период, проблем с наводнением не возникло бы. В настоящее время большинство артезианских водоносных горизонтов по всему миру постоянно пополняются за счет продолжающегося потока дождевых и грунтовых вод. Можно себе представить, что после окончания последнего ледникового периода температура резко повысилась, и водоносный горизонт начал размораживаться. В то же время уровень моря поднялся,
что могло привести к повышению уровня грунтовых вод. Потепление климата также вызвало больше дождей. Все вместе это хорошо пополнило артезианский водоносный горизонт внутри горы Сицяо. Со временем из-за более теплой погоды пещера Шиян была затоплена. Тайна номер 3. Назначение пещеры. По следам от инструментов на стенах мы можем сказать, что в результате такой выработки вместо каменных блоков или плит можно было получить только щебень. Сегодня для добычи полезных ископаемых используются современные машины, которые могут создавать подобные следы. Щебень – это дешевый продукт, так как камень широко распространен по всему миру. Щебень в основном используется в качестве строительного материала в бетоне и асфальте. Если щебень был конечным продуктом, к которому стремились древние рабочие, то почему бы им просто не использовать открытый карьер, который был бы проще и безопаснее? Какой был смысл в создании сложного подземного карьера для легкодоступного щебня? Это не имеет никакого смысла. Участок расположен на вершине холма. Разработка карьера внутри пещеры на холме означает двойную работу. Сначала вытаскивание щебня из глубокой пещеры, а потом спуск вниз по склону горы. Это кажется контрпродуктивным. Мы видим необычную планировку пещеры с несколькими камерами, соединенных тропами. Пещера имеет разные участки с разной высотой. Если участок был спроектирован как карьер для добычи камня, то почему бы не сделать его простым и плоским? Зачем делать камеры на разной глубине? Из-за разной высоты вывоз камня будет еще сложнее. Из-за сложной планировки я подумала, что пещера изначально не использовалась в качестве каменоломни. Возможно, древние рабочие добывали здесь что-то более ценное, чем щебень. Неправильные формы пещер могли стать результатом поиска и добычи особых минералов или драгоценных металлов. Напомню, что гора Сицяо – это потухший вулкан. Вулканы прямо или косвенно производят или содержат месторождения многих минералов и металлов. Недалеко от пещеры Шиян, на той же горе Сицяо, в слое туфа, было найдено большое месторождение серебра хорошего качества. Здесь также высокое содержание редкоземельных элементов. На холме примерно в 10 милях от горы Сицяо находится большое месторождение золота и отдельное еще более крупное месторождение высококачественного серебра. Месторождения уже оценены, и горные работы уже начались. Считается, что руды образовались в результате множественного геотермального отложения и окварцевания, что означает, что вулкан Сицяо помог сформировать эти руды. Может ли пещера Шиян быть доисторической шахтой? Судя по наличию поблизости больших залежей серебра и золота, можно предположить, что гора Сицяо содержала драгоценный металл и минерал, которые были добыты и потеряны древней цивилизацией более 12 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода. Затопленная капсула времени в пещере Шиян может предоставить неоценимые доказательства для изучения этой потерянной цивилизации. Нам необходимы эксперты по глубоководной археологии, чтобы раскрыть эту удивительную тайну. Ваши мысли мы ждем в комментариях. Это любопытное существо. Я Тина. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.